Здравствуйте, дорогие друзья! Поговорим о Второй мировой войне, о ее причинах и характере. И остановимся на такой деликатной и важной составляющей хода войны, как ленд-лиз. Существует две точки зрения на ленд-лиз, диаметрально противоположные. Либералы полагают его основой наших побед и базисом всех наших достижений. Ну, а патриоты полагают, что это мелочь, несопоставимая с помощью СССР со стороны, например, Монголии. И то, и другое довольно смешно, глупо и примитивно. Безусловно, ленд-лиз, поставки американского продовольствия, оружия, боеприпасов, сырья, военных материалов сыграл колоссальную роль в войне. Без американских грузовиков и Виллисов мы бы не смогли так успешно передвигаться на русской равнине. Без американских порохов наша артиллерия не была бы столь могущественна, а без американского авиационного бензина и американских самолетов наша авиация не достигла бы тех успехов, которые она достигла в 1945 году. Это, естественно, понятно. Но речь не об этом. Речь о том, что ленд-лиз не был благотворительностью и щедрой помощью, а доброты душевной со стороны наших американских союзников. Нет. Ленд-лиз был прежде всего оплатой наших услуг. Как-то не звучит довольно примитивно, мерзко, но так оно и есть. Ведь, по сути, мы воевали американскую войну. Мы исполняли роль живой силы для американцев. Они этим пользовались, но за это вполне себе щедро платили. И вот с этой точки зрения и имеет смысл рассматривать закон о ленд-лизе, распространенного на Советский Союз в 1941 году. Да, американцы включили нас в состав государств, получающих помощь по ленд-лизу. Мы ее получали широко, щедро, обильно, особенно в 1944-1945 годах. Мы получили ее много. Во многом благодаря американской продовольственной помощи наш народ и армия не голодали, хотя и не шиковали. Но это другое. Поставки американского продовольствия, по большому счету, спасли Советский Союз зимой 1943-1944 годов. Но. Всегда есть но. Это нормально. Мы воевали американскую войну. Мы воевали с немцами во имя того, чтобы американцы стали хозяевами мира. Они не стали таковыми, просто пошло что-то не так. Мы выскользнули из американской петли, во многом благодаря товарищу Сталину, но это было уже после войны. Войну мы вели для того, чтобы уничтожить Германию. Уничтожить Германию хотели американцы. Вернее, американские финансово-промышленные круги. Они ее уничтожили нашими руками и нашей кровью. Особенно это было, я уже говорил об этом в предыдущих сериях, повторюсь сейчас. До осени 1943 года ленд-лиз шел ни шатка, ни валка. Американцы очень жестко регулировали поставки продовольствия и военной техники в соответствии с историческим моментом. Например, товарищ Сталин возмутился тем, что союзники решили вопрос с Италией без консультаций с СССР. Товарищ Рузвельт мягко и деликатно уменьшил поставки техники в Советский Союз, намекнув тем самым, что кто платит, тот и заказывает музыку. Товарищ Сталин продолжал, что называется, быковать, когда уменьшили поставки продовольствия. А осенью 1943 года страшный неурожай на Алтае. Это присоединение областей, где есть население, но нет продовольствия. Немцы в то время уходили планомерно эвакуируя продукты с поднадзорной территории практически полностью. Население обрекалось на голод. А продуктов в СССР запасов создано не было. Вернее, то, что было создано, было уже к этому времени полностью съедено напрочь. И товарищ Рузвельт очень просто решил вопрос с присоединением СССР к декларации о безоговорочной капитуляции Германии. Просто пригрозив Сталину голодом. Просто. Чудовищно просто. Ему было плевать. Ему важно было выполнить свои задачи, он их выполнил. А все остальное это уже дело техники. Дело десятое, никого это не интересовало.
Да, после того, как товарищ Сталин наступил в вопросе с Италией, присоединился к декларации о безоговорочной капитуляции, и техника, и главное продовольствие пошли потоком. Американцы могли себе это позволить, у них производство было на мази, и продуктов, и военной техники. А нам это было спасение. Но за это спасение мы заплатили миллионами лишних жизней. Не лишних жизней, лишних потерь наших жизней, жизней наших людей. Еще раз повторю, ленд-лиз – это была плата за нашу работу в этой войне. Мы выполняли американскую работу, мы выиграли войну для американцев. В этой войне у нас не было никаких реальных целей. На нас напали немцы, мы оборонялись. Но мы вынуждены были вести с ними войну до победного конца, завершив ее в Берлине. Объективно политических целей у СССР в одержании такой победы над Германией не было. Мы с Германией никак до войны не конфликтовали. У нас не было противоречий. У немцев была своя модель экономики, у нас своя, они не конкурировали нигде. Мы взаимодополняли друг друга. Если бы не идеологические шоры на немцах и на наших, мы бы прекрасным образом сосуществовали, сотрудничали и вместе бы развивались. Вместо этого мы воевали. Послевоенная пропаганда сделала очень много для того, чтобы разделить наши народы. Вместо того, чтобы осознать простую истину о том, что СССР и США – вот это истинные враги, а СССР и Германия – это вполне себе союзники, мы продолжали числить немцев нашими врагами, и естественным образом разделили континент на две части. Потом проиграли холодную войну, вывели свои армии из Восточной Европы, сдали Восточную Европу американцам, помогли воспитать там русофобские элиты, но это дело десятое. Главное, что мы не замирились с Германией по-настоящему. Еще хуже, что мы ту войну до сих пор считаем своей победой. Это не наша победа. Да, мы победили. Мы победили немцев, которые пришли на нашу землю. Но плодами победы, нашей победы, воспользовались американцы. Мы сделали за них всю грязную, тяжелую и кровавую работу. Они заплатили за это нам своим ленд-лизом, который пошел опять же на то, чтобы сделать эту кровавую, тяжелую, грязную работу. Ленд-лиз – это не панацея. Ленд-лиз – это не подарок доброго дядюшки. Это плата за кровь. Это плата за кровь наших солдат, павших при освобождении Польши. Хотя уже термин освобождения там не применяется. Это вторая оккупация. Что творится в Восточной Европе, это какой-то кошмар. В Польше это какое-то безумие. В Прибалтике это просто идиотизм. Ну, Прибалтика никогда не отличалась умом и сообразительностью, это понятно. Тем не менее, нет такого понятия в польском истеблишменте о том, что Польша была освобождена. Польша была вторично оккупирована. Ушли одни оккупанты, пришли другие, а вот сейчас Польша по-настоящему свободна. Она с чавканием лижет жопу американцам и от этого счастлива. То же самое происходит на Украине. Отсутствие политической воли в Москве порождает всю эту мерзость. Прежде всего, отсутствие политической воли в Москве. Мы не сделали уроков из Второй мировой войны. Никаких, ни одного. Нас опять используют в темную, и мы на это ведемся. Сейчас мы воюем с Украиной. Дико. А те, кто это замыслил, создал ситуацию и запустил процесс, потирают руки. Все прекрасно. Самые близкие славянские народы воюют друг с другом. Очень хорошо. Замечательно. Сейчас московские деятели испортят отношения с Белоруссией, и мы снова останемся, вернее, Москва останется в окружении врагов. Врагами будут прибалты, белорусы, украинцы, грузины. Прекрасно. Замечательно. Отсутствие политической воли. Чем занимается российская политическая элита? Она услаждает свои чресла,
она предается совершенно запредельному гедонизму, она ворует государственные деньги и полагает, что на их век всего этого хватит. Что напрягаться не надо, что какие-то действия на Украине, в Восточной Европе и, в принципе, в мире вести не нужно, а можно спокойно отдыхать и наслаждаться жизнью. Благо, суммы прописью на счетах это позволяют. Это очень печально. Но, к сожалению, так было всегда. Даже товарищ Сталин не смог с этим справиться, потому что агентура Запада в правительстве и тогда наличествовала в полной мере. Скажем, тот же проект создания немецкой армии, который предложил генерал Зейдлиц и поддержал фельдмаршал Паулюс, он прорвался по той причине, что это стало известно американцам. Это стало известно американцам на третий или четвертый день после того, как Зейдлиц написал свою докладную записку. Зейдлиц предложил из пророссийски и коммунистически настроенных немцев, находящихся в плену Германии, создать германские вооруженные силы под эгидой Советского Союза, пускай небольшие, несколько дивизий, и чтобы эти войска приняли участие в освобождении Германии от нацизма. Он утверждал, что таких людей он наберет достаточное количество, и что его поддерживает много немецких офицеров и солдат. Этот текст записки стал известен американцам на третий день. И они просто спросили у товарища Берии, что за идеи с немецкой армией? Вы с ума сошли? Никаких немецких армий. Нам не нужна немецкая армия. Нам нужна покоренная Германия, склонившая голову. И все. Нам не нужны какие-то политические силы в Германии, которые будут самостоятельны. Все политические силы Германии должны зависеть от нас. По большому счету, не должно быть никаких политических сил в Германии. Должны быть американские политические силы в германских национальных одеждах. Не более того. И мы пошли на это. Мы убрали Зейдлица, мы убрали Паулюса, мы задвинули их в дальний ящик, а Комитет Свободной Германии вместо формирования германской армии освободительной занялся пропагандой и агитацией среди военнослужащих вермахта сдаваться в плен. Больше ему не разрешили. Хотя планы были совершенно другие. То есть, о чем это говорит? Даже тогда, в те времена, американское влияние в советской элите было достаточно сильным. Сейчас оно безусловно, к сожалению. Как-то не печально осознавать. А ленд-лиз, да, это было щедро, это было много, качественно, высококалорийно, эффективно, что касается оружия. Но это была плата за нашу кровь, которую мы проливали за американское дело. И не более того. Это не был подарок, это была оплата. И мы сполна и с перебором заплатили за него кровью. Кровью наших солдат.